отдохнуть летом на юге, на российском юге? Как выбрать пляж, как выбрать размещение, где вкусно поесть, что интересное посмотреть, как разнообразить свой отдых, вы узнаете в этом ролике. Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия, и сегодня мы находимся в Анапе. При всем многообразии маршрутов, как добраться же? Один из вариантов – это долететь до Сочи. Билеты можно купить при помощи авиасейл, ссылка будет в описании. А дальше прям из аэропорта на «Ласточке» доехать до Анапы с живописной дорогой. Билет стоит порядка 2000 рублей. Билеты можно посмотреть на Яндекс.Путешествиях, ссылка будет в описании. Друзья, сейчас мы пойдем завтракать в одно из крутейших заведений Анапы – кафе «Мишель». А чем оно знаменательно, вы сейчас увидите. Здесь пекут мой торт, который вы видели в ролике про Техас. И сейчас мы попробуем, как эта идея была реализована, насколько это вкусно и какие вообще отзывы. И еще там будет очень много вкусного. Так что готовьтесь. Вот он, наш знаменитый торт. Здесь он называется «Изюминка». И сейчас мы будем им завтракать. А еще мы будем пробовать круассаны и панини. Знаете, вот в этом кафе нужно брать следующий джентльменский набор. Это панини с куриной грудкой. Говорят, он здесь невероятный. Не врут. Тоненький хлебушек. Смотрите, там овощи, грудка. Какой-то невероятный соус. Потрясающе. Все это поджарено, сочно, вообще не сухо ни разу. Это, знаете, прям такой отличный недорогой перекус, когда вы гуляете по Анапе. Вот сегодня воскресенье, а вообще здесь, говорят, очереди стоят. Еще надо умудриться попасть в это место. Ссылка будет в описании. Кто бы мог подумать, что авторский торт мой будет где-то реализован. Нет, он, конечно, реализован в городе Пскове, но будет реализован еще в таком месте, где его могут миллионы попробовать. Сейчас посмотрю, как это сделали уже на промышленной основе. Молодцы, прям супер. А это прекрасно, конечно. Курага, изюм, грецкий орех, сгущенка вареная. Это, знаете, такая прям беспроигрышная комбинация. Рискну открыть мини-купательный сезон. Пока, наверное, по щиколотку. Ну, так я вам скажу. Но я думаю, что можно. И там будет теплее. Но пока свежо. И сейчас мы находимся на одном из лучших песчаных пляжей Анапы, а здесь их несколько. Вообще где-то порядка 40 километров песчаных пляжей. Самая большая пляжная полоса в Европе. Ты можешь быть на платных пляжах, где-то порядка 400 рублей в день стоит лежак. Можешь на полотенчиках быть, а можешь уезжать на отдаленные пляжи, Утрише, например. И в чем прелесть Анапы? Даже если зацветет море, а оно, как правило, где песок цветет, можно уехать туда, где камни. Там, соответственно, все будет в порядке. Друзья, вот рядом с Анапой есть место, которое называется «Ласточкины гнезда». И сейчас мы их посмотрим. Кажется, тяжеловато подниматься. Посмотрите, вот они, ласточкины гнезда. Только что ласточек особо не видно. Но бонусом шикарный, незабываемый вид на Анапу, на море. И в этом месте начинаются Кавказские горы. Вот это Мальдивы. Вот это, конечно, вид. Но это прям топчик, ребят. Посмотрите. Вот она, Анапская бухта. А вон даже я вижу гостевой дом. Крутой берег, где я живу. Так тут опасновато очень. Я бы не рискнула вниз спускаться именно в этом месте. Но здесь видна вот тропа, которая потом ведет на Утриш. И вот там можно, в принципе, подниматься. Вода, посмотрите, ну Мальдивы, ну чистой воды. И это все в Анапе, ребята, это все в Анапе. Это очень крутой и прекрасный город. Вот раньше, где вот эти все красивые виды, немножечко пониже, можно было бесплатно проехать, а в прошлом году стали деньги брать. Поэтому смотрите, если что, гуляйте просто пешком, фотографируйтесь. Я думаю, что за это никто не будет брать с вас деньги. А вот именно на этот вид нужно заезжать через Субсех. Возле кладбища ставите машину, ну и тут чуть-чуть в гору поднимаетесь. И вот вам такие бонусы.
Друзья, рядом с Анапой находится вот такое вот прекрасное, знаменитое кипарисовое озеро, которое находится в местечке Суко. Вы можете сюда проехать и полюбоваться вот этим чудом природы. В озере растут вот такие прекрасные кипарисы. Сколько им лет, я сказать не могу. Пишите в комментариях. Это природная достопримечательность регионального значения. И, кстати, вы можете подъехать вот оттуда. Мы шли пешком, где вот эта вот дамба находится. Там за 600 рублей можно оставить машину и чуть-чуть вот по лесу прогуляться. В общем, прекрасное место. Не сидеть только на пляже, а еще посмотреть природу, окрестности. Друзья, только не вздумайте здесь купаться. Здесь очень много змей. Это достаточно опасно, поэтому только катамаранчики. Можно вот на сапах, как некоторые делают. Тут можно шашлычка поесть, если свой неохота делать. Ну и просто любоваться. Вот, пожалуйста, цены на услуги. Друзья, вот видите, сколько воды много, да, и достаточно большое озеро. Но летом, когда стоит жара, оно пересыхает. И в особо засушливые года кипарисы поливают, пожарные машины приезжают, и как-то им дают немножко влаги, потому что настолько корневая система, там все это сухо. Здесь как выжженная пустыня получается, и по озеру можно ходить пешком. Друзья, сейчас пойдем на центральный пляж Витязева. В Анапе очень много разных античных каких-то элементов в архитектуринге. Это обусловлено тем, что Анапа когда-то была греческой колонией, генуэзской колонией. Здесь очень много раскопок проводится, археологических находок. Есть краеведческий музей и есть музей под открытым небом, который называется Гаргипи. Вот, а сейчас посмотрим, что такое Витязевский пляж. Это один из лучших анапских пляжей. Ну и как там все обустроено. Такая вот на центрально-Витязевский пляж пешеходная зона. Можно посидеть в тенечке. Вот скоро вот все здесь откроется. Всякие кафешечки, шашлычечки. Вообще здесь размещение стоит от 2000 рублей в сутки до бесконечности, смотря какой отель. Потому что есть и по 90 тысяч за сутки, и еще побольше даже. В общем, на любой кошелек, на любой вкус, на любой формат. Ну, это очень много здесь всяческих столовых. Вот такие вот тут стейки. А что это за рыбка? Семга. Семга? Не-не-не, я просто смотрю, как у вас все вкусно выглядит. Да, выглядит все потрясающе вкусно. Винишко. Еще не все открылись. В общем, столовые, кафе. Чёрта лысого тут только нет. Только это, выбирай и рассчитывай свой бюджет. Полоскание ног 20 рублей. Держи вес под контролем 10 рублей. Вот так вот выглядит центральный Витязевский пляж. Все готовятся, все вас ждут, безусловно. Смотрите, сколько здесь будет обустроено комфортных там мест и с тенечком, и с лежаками. Вот здесь есть пирс, наверняка его откроют, и там будут какие-то бананы, парашюты. Ну, что-нибудь такое обязательно. Какая-нибудь развлекуха. Переодевалки, душевые, спасатели. Даже полицейские есть пункт. Короче, все для отдыха, для комфортного отдыха. Друзья, а еще я бы вам хотела сказать и раскрыть такую историю, как переехать жить в Анапу и что здесь происходит с недвижимостью, нам расскажет прекрасная Екатерина Фоменченко. Ссылки на ее контакты по недвижимости будут в описании. Всем привет! Меня зовут Екатерина Фоменченко. Сейчас уже более 3 лет я работаю риэлтором и занимаюсь недвижимостью. Сама я переехала в Анапу 7 лет назад. Этот город расположен на равнине. Здесь большая протяженность песчаных пляжей, есть галечные пляжи. Моим детям здесь очень нравится, очень комфортно, хорошая транспортная доступность, да, что позволяет съездить, отдохнуть, в принципе, в любое место без затруднений. Сам город очень нравится, то есть город небольшой, население тоже достаточно как бы комфортное, то есть больше 100 тысяч летом, естественно, с учетом отдыхающих, это порядка 4 миллионов, потому что люди приезжают, уезжают. Но с детьми здесь очень комфортно. То есть детские сады, школы, медицинские центры. Близлежащий Краснодар, в котором есть также все, это город-миллионник. Буквально в 3-4 часах езды.
такая вот интересная вставочка. Частный старый дом, а рядом с ним 4-этажный и вот такой вот 3-этажный. Да, прикольно. Походу, это заброшка. Там трубы торчат. Может, котельную какую-то сделали из нее. Центр города – это вот очень такая зеленая территория. Посмотрите, какой парк. Вот с этими потрясающими соснами. Там вот можно сидеть на травке, в тени. Короче, очень комфортно, прикольно. Пойдемте еще теперь посмотрим на знаменитый Анапский фонтан. Поющий. Но поет он в основном в темное время суток, а мы его посмотрим при дневном свете. Скоро-скоро фонтанчик, ребятня тебя заполнит летом в знойные дни. Замирает. И пошло давление. Вот такой приятный, хороший фонтанчик. И вот каскады более маленьких фонтанчиков и городской пляж. Кстати, вот это вот здание, это городская администрация. И вот они неплохо устроились прям с видом и прямиком через фонтаны к морю. Ну, вообще чиновники, они любят эстетику. Это полицейские поехали. Очень прикольно. Первый раз такое вижу, чтобы на таких вот электрокарах ездили полицейские. Еще у них, смотрите, какие модульные отделения. Полицейских надо здесь много, потому что приезжают разные туристы. Есть более интеллигентные, есть более маргинальные. Ну, это, в принципе, везде. Срез общества, он везде примерно одинаковый. Вот. И нужно следить за правопорядком. Анапа вся в розах. В городских парках, в частных. Разные сорта. Белые, желтые. 50 оттенков красного. И это что-то потрясающее. Еще одна из анапских достопримечательностей – это памятник отдыхающему. Называется «Белая шляпа». Их две. Одна находится вот здесь, рядом с центральным пляжем. Видите, сколько людей? Все фотографируются. Прям целая ажиотация. Да. Вот эти вот раскопки древнего города. Ну, остались такие подвально-фундаментные части, но мы это отразим в следующем ролике, когда я возьму экскурсию и смогу что-нибудь вам рассказать интересное. Ну вот прям в центре цивилизации находится городской пляж. Кстати, песок очень нежный. Вот если бы он был белый, как на Мальдивах, цены бы не было. Но и, в принципе, и так неплохо. Прям, знаете, такая это... Ну да, мука. Да, так себе. Поэтому и очень хорошо, что здесь есть альтернатива по пляжам. Вот. Но если вы тут вдруг что-то лизнете, я о вас позаботилась. В аптеках будет вам спасение. И при этом, смотрите, пляж большой. Тут, конечно, в сезон, как в том мультике про «Ну, погоди». Окунулся и в администрацию на работу побежал. Я так предполагаю, что происходит. Хотя, возможно, администрация отдыхает на Мальдивах. Знаете, мне повезло, а вам вдвойне повезло, потому что я это сделала за вас. Я побывала на гастровинном фестивале в Анапе, где собраны все производители вина Кубани, также сыров, каких-то мясных деликатесов. Так что сейчас пойдем попробуем, продегустируем. Главное, не надегустироваться, как это может быть со мной. Чтобы продегустировать, нужно приобрести бокал. Стоит он 300 рублей. Если у вас не будет бокала, вам могут не налить. Так что имейте в виду. Очень необычное, там столько фруктов в нем. Да, еще смотрите, что здесь продается. Колбаса барсук, солями из бобра, колбаса из куропатки, морал, изюбр, медведь. Еще такой прикольный фонтанчик для детворы.
И тут прям хамон бэйби практически, или как будто бы пармская ветчина, но это обидится, это анапская ветчина. На 3 части рубан. Это шея. Мы как раз попробуем. Очень все выглядит аппетитно и круто. Скажите, пожалуйста, а вот это вот что такое? Вот это окорок, да? Говяжий брискет, как выглядит аппетитно. Вот посмотрите в разрезе. Попросила попробовать. Посмотрим, под винишко-то. Получается копченая, да? Копченая-запеченная. Копчено-запеченная? Да, это очень вкусно. Тает во рту. Насыщенно. Прям, если бы жила дома, купила бы. А так достаточно. Попробую. Попробуйте. Это пармезан, ему полгода. Совсем. Слушайте, очень круто. Да? Как в Норвегии. Да. Не, маленькая как раз таки будет. Не знаю. Да, очень сладкая. Вообще такой, знаете, потрясающий запах цветов. Да. Под устрицы будет самое оно. Короче, прикиньте, тут есть устрицы по 157 рублей ромарина. А можно попробовать? Так, 400 рублей пацанские, но небольшие. А вот есть ромарина по 315 рублей. Ну, мы попробуем вот этих вот малышей. Так, они здесь местные, получается, да? Черноморские. 33 удовольствия в Анапе. Чего хочешь? Морепродукты, виноделин столько. Пипец, блин. Какая Франция, ребята? Это какой-то разрыв рецепторов. Просто тает во рту. Вкуснейшая нежнятина. Ваше здоровье. Слушайте, ну прям винный регион не хуже, чем Бароло, Барбареско, еже с ними. И фамилия-то какая? Спасибенко. Да, спасибенко, я вам скажу. Знаете, не могла не пройти мимо, потому что это единственная в стране уникальность. Вы знаете, как есть автомагдачки, а это автоаптека. Прям на машине подъезжаете и получаете то, что вам нужно. Я больше нигде не видела такого, хотя много бывало где в нашей большой стране. Эта аптека находится по адресу Парковая, 57. На мой взгляд, это очень-очень круто. Святая святых любого города – это рынок. Уже изобилие зелени, фруктов, помидорки по 200, горошек, черешня. А сколько черешня стоит? 250 килограмм. 250. И клубник также, да? Да. А вот помидорки. 63-13. Давайте берем уже. 120. Капусточка молодая, 60. Да тут рай. Пробуйте, девушка. Какая интересная штука. Съедобная, это новиночка этого года. Да вы что, инновационная? Да. На любой вкус. Курочки. Рожка. Кролички пошли. Вот знаменитые чебуреки. Сейчас мы будем их пробовать. Всегда очередь, но сегодня повезло. Очереди нет. Друзья, знаменитые анапские чебуреки. Говорят, самые вкусные в городе. Сейчас попробуем. Прям практически литр бульона из них вытекает. Надо подождать, пока остынет. Для легкого перекуса во время шопинга на рынке показано к исполнению.
Екатерин, что по недвижимости скажешь? Что лучше приобретать? Квартиру, апартаменты? Если вы планируете здесь постоянно проживать, если это семья и нет привязки, допустим, к определенным инфраструктуре, то есть возможность рассмотреть частный дом. Если люди больше городские жители, и им важна инфраструктура, там детские сады, школы, поликлиники, различные магазины, то, естественно, как бы квартиры. Если для отдыха, то на долгую перспективу будут работать апартаменты. То есть на них можно заработать, то есть на инвестиции в них можно заработать как на росте цены, так и на сдаче. А сколько сейчас квадратный метр примерно стоит? Если мы говорим про жилые комплексы, то это от 150 тысяч за квадратный метр. Сейчас еще действует, кстати, ипотека, господдержка, да, и некоторые люди, желающие купить недвижимость, могут запрыгнуть в последний вагончик. А что касается апартаментов, то это всяко более 200 тысяч рублей за квадратный метр. И на апартаменты действует своя ипотека, это под коммерческую недвижимость, но ее можно купить в ипотеку при условии, что у вас есть 30% первоначального взноса. При всем многообразии пляжей хотела бы обратить внимание на один из самых таких функциональных. Прогуливаясь по набережной, внизу находится пляж «Высокий берег». Уже начинают его готовить, и даже видны первые отдыхающие. Погода прекрасная. Плюс 25 воздух, 15 вода. Вот такая вот лазурочка. Чистейшая вода. Пляж галечный. Это большой плюс, потому что песчаные пляжи со временем начинают цвести. Там, где галька, это открытое море, это не бухта, вода чистейшая. Комфортный спуск – это плюс, потому что можно поднакачать опу, мышцы и вообще, в принципе, сделать небольшое кардио. То есть не быть тюленем, а быть в активностях, что весьма полезно. Очень крутое место. Для меня это открытие. Друзья, момент истины. Барабулька не в ресторане, а в гостевом доме. Потому что в ресторанах сейчас ее нет. Вы можете купить на рынке, остановиться в гостевом доме и приготовить ее, например, в сметане, как сегодня. И вот я сейчас пробую. Мне прям очень любопытно как-то. Знаете, и рыба, и креветка одновременно. Ссылка на гостевой дом, где так можно исполнять, будет в описании. Ваше здоровье! Друзья, конечно, при всем многообразии выбора размещения я нашла абсолютный топ и по местоположению, и по комфорту, ну и, безусловно, по цене. Это гостевой дом «Крутой берег». Размещение в этом гостевом доме стоит от 4 до 6 чуть-чуть с плюсом 1000 рублей. Для сравнения, в соседнем отеле номера начинаются от 16 тысяч в сутки и до 90 тысяч. Поэтому один берег, один воздух, одно море, один вид, а такое разное ценообразование. Максимально все сделано с любовью, очень удобно, все есть в номерах. Да, нет завтраков, но вы можете все сами себе приготовить, сделать кофе, выйти на балкон с видом на море. Это первая линия. И пить кофе, наблюдая, как перед вами играют дельфины. Есть номера однокомнатные, есть по несколько комнат, люксы. Можете приезжать с семьей, можете приезжать в одиночку. Посмотрите, какая красота. И очень хорошие хозяева. Причем есть парковка. У вас рядом выбор пляжей. Вы не привязаны ни к какому одному. Я настоятельно рекомендую. Это в данном случае абсолютно мой выбор. Ссылка на сайт будет в описании.